Ребята, всем привет! Меня зовут Даша, и сегодня я буду строить такого небольшого в 35-м масштабе ветерана СВО. И эта работа будет довольно сложной, так как я планирую окрасить ему форму в пиксельный камуфляж. И я никогда этого не делала, так что давайте посмотрим, как это у меня получится. Давайте приступать к сборке и окраске этого малыша. У меня в руках небольшой набор с деталями для сборки российского бойца с пулеметом ПКМ. И в наборе есть вот такая карта. Хотя зачем она нужна пулеметчику? Даже в руку готовой фигуре такую карту не всунуть. А сам солдат состоит из смоляных деталей, которые довольно неплохо пролиты. И вообще фигурки из смолы являются самыми качественными из всего того набора технологий, которые доступны нам на данный момент. А помимо частей тела человека в наборе есть еще и подсумки и, соответственно, сам пулемет ПКМ. И обратите внимание, что в наборе детали для сборки только одного бойца, хотя и цена за такую модель очень сильно даже кусается. И, кстати, спасибо моему зрителю за такой подарок. А купить все необходимое для моделизма можно в магазине «Модельная лавка». Оперативная доставка новинок мира моделизма делает этот магазин одним из самых лучших и надежных в России. Оформляя свой первый заказ, используя этот промокод, вы не только экономите 500 рублей, но и поддерживаете мой канал. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. И для начала мне надо отделить детали от смоляных питателей. Обратите внимание, что смола – это очень хрупкий материал, нежели пластик. Так что при работе старайтесь откусывать деталь так, чтобы она не крошилась. И также смоляные детали невозможно приклеить на привычный для моделиста клей для пластика. Такие детали берет только суперклей. И благо у фигурки есть специальные пазы, благодаря которым части тела легко соединяются в единую фигуру. И обратите внимание на то, как классно у фигуры пролиты детали униформы. Это заметно упростит окраску, так как не надо будет искусственно создавать объем элементом униформы. Ну а больше контента обо мне вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Ссылочка будет в описании. И спасибо всем, кто поддерживает меня через функцию спонсорства на YouTube, а также в донатах в ВК и на Boosty. После того, как я собрала фигурку, я ее вымыла, так как на ее поверхности могли оставаться крошки смолы. А после я загрунтовала фигуру грунтом из баллончика откуда, но за кадром. И теперь я могу приступить к росписи фигурки. И работать я буду темперными красками. И начну я с кожаных покровов бойца. И для этого я намешаю телесный цвет. И в отличие от акрилов для моделистов, у темпера нет готовых цветов. Так что все приходится мешать вручную. И это отличный опыт. И, кстати, перед своим видео я пересмотрела несколько работ своих коллег по росписи фигур. Например, у мясистого моделиста выходило несколько видео мастер-классов по росписи фигур разными техниками. Там было и масло, и темпера, и даже акрил. Но ни одно из этих видео мне не оказалось полезным. И первая причина были слишком искусственные примеры. То есть в качестве образца мастера брали фигурки в больших, нестандартных масштабах. А для простого моделиста интересны распространенные масштабы, то есть чтобы можно было при помощи фигурки оживить свою коллекцию моделей техники. То есть всех интересует 35 и 72 масштаб. И также мастера берут в качестве работ фигурки, сделанные либо из смолы или олова. А эти фигуры, как правило, имеют очень хорошую детализацию и ярко выраженные черты лица, а также детали униформы. Но большинство же моделистов возьмут в качестве подопытного кролика пластиковую фигурку, которую часто производители кладут в свои наборы в качестве дополнения к модели. Например, как я. И на таких фигурках, как правило, из-за технологических особенностей производства отсутствуют ярко выраженные черты лица и детали униформы. А оловая смола – это удел фанатов именно миниатюры. И большинство мастер-классов сводятся к знаменитому мему «Как рисовать сову». Вначале мы рисуем два овала, а потом всю оставшуюся гребаную сову. И я начала покрывать бойца в основной цвет. Я хочу на нем нарисовать пиксельный камуфляж. Я никогда этого не делала и сейчас хочу попробовать. И что любопытно, в интернете очень тяжело найти фото настоящих военных в пиксельной форме, да еще и с пулеметом. Поисковики, в том числе, которые считаются российскими, не выдают более-менее релевантные результаты. И чаще всего выдают случайных пулеметчиков со времен Первой или Второй мировой войны, а также войны в чеченском конфликте. Но мне на помощь пришла сама модель, и в своей группе ВК я опубликовала пост с промежуточным результатом своей работы, и мне в личные сообщения написал человек, с которого был списан образ фирмы Life Racing. И я хочу выразить большую благодарность страйкбольной команде Мехбат за оказанную консультацию по росписи фигурки. И я наношу темперными красками пиксельный камуфляж. И да, внешне моя работа начинает напоминать мем с совой, но так оно и есть. Я намешала несколько цветов, которыми я буду украсить пиксель. Пиксель – это маленький тычок кончика кисти на основе. И по фото я ориентируюсь по количеству соотношения каждого цвета и стараюсь воспроизвести паттern. И монотонно окрашиваю все эти пиксели.
И лично мне при словосочетании «российский солдат» вспоминается старый образец камуфляжной одежды. Этот образ хорошо вошел в обиход благодаря фильмам типа ДМБ, сериалу «Солдаты», а также фильмам про войны в Чечне. Тот паттern, то есть мотив камуфляжа, называется «флора». Камуфляж «флора» в вооруженных силах Российской Федерации был принят в 1998 году, и при разработке данной расцветки были учтены результаты исследования динамической эффективности камуфляжа, а это свойства, которые позволяли не терять свои функции при движении объекта. И в соответствии с проведенными исследованиями горизонтальные полосы способствуют сохранению маскировочных функций при движении объекта, тогда как вертикальные, напротив, демаскируют при движении, и это главное отличие от камуфляжа ВСР-93 вертикалки. Существуют цветовые схемы флоры, при которых фон является не светло-зеленым, а темно-желтым, песочным или хаки. И такие цветовые схемы были популярны в войсках Северокавказского военного округа, где трава выгорает уже в июне, и, соответственно, все лето сохраняется желтоватый оттенок. И несмотря на свой не очень привлекательный вид, флора очень хорошо маскирует в средней полосе России. И из-за характерных полосок флору прозвали в армейской среде арбуз или же горизонтальный арбуз. В сегодняшний день основным отечественным камуфляжем является единая маскировочная расцветка, и она же пиксель, и она же цифра. Также неофициально данный камуфляж называют в армейском обиходе русский пиксель или цифровая флора, а также космос, защита до упора и пикселька. Однако известно, что первый производитель изделий с данной расцветкой дал ей название ДЗУ – защита до упора, а на Западе данный камуфляж известен как Руспат – Russian Pattern. Единая маскировочная расцветка, она же ЕМР, появилась в 2008 году, была принята на вооружение в 2009 и было принципиальное решение Министерства обороны Российской Федерации о смене камуфляжа флора. Изначально предполагалось, что флора примерно соответствует американскому вудланду, который в вооруженных силах США активно меняется на цифровые камуфляжи. Но вооруженные силы РФ тоже не должны отставать от данного процесса. И активное влияние на создание ЕМР оказал немецкий камуфляж Флекторн. Разработчикам расцветки удалось совместить несовместимые. Мелкие пятна, выполняющие имитационную функцию в этой цветовой схеме, комбинированы так, что составляют группы крупных пятен, выполняющих деформирующую функцию. И наши разработчики пошли по тому же пути, учтя при этом результаты исследований, показавших эффективность крайне небольших пиксельных пятен как составляющих элементов текстурного рисунка. И в результате работы по созданию нового камуфляжа для военнослужащих появилась расцветка ЕМР – единая маскировочная расцветка. И она является основным камуфляжем, состоящим на вооружении вооруженных сил Российской Федерации. Также существует форма российской армии для жаркого климата, и называется она бежевка. Участие подразделений вооруженных сил Российской Федерации в военной операции в Сирии с осени 2015 года поставило вопрос о полевой форме, учитывающей специфику указанного региона, хотя разработки велись еще с 2008 года. А данная форма разработана для частей российской армии, расположенных в регионах с жарким климатом, а это части Южного военного округа и Сирийской Арабской Республики. А на военную базу Российской Федерации в Таджикистане этот вариант формы был поставлен в 2011 году. Форма из прочной ткани песочного цвета, которая обладает высокими показателями воздухопроницаемости, при этом очень износоустойчива. И также я окрашу лицо. И здесь самое сложное окрасить зрачки. Зрачок – это по факту просто серая точка. И надо сделать так, чтобы обе эти серых точки были примерно одинакового размера и на одинаковом расстоянии друг от друга. И, кстати, тень от каски тоже будет потом немного скрывать ваши косяки в окраске.
И также пикселями, но уже несколько другими оттенками я окрашу подсумки и шлем, так, чтобы было видно, что в их производстве использовали ткань по единому стандарту, но из разных партий материалов и разной степени их выгорания. Финальным штрихом после приклеивания всех аксессуаров к солдату я пройдусь по его униформе белой сухой кистью, добавив немного объема в фигуре и придав оттенок выгоревшей на солнце ткани. И вот такой боец у меня получился, и я надеюсь, что это видео вас вдохновило на вашу собственную сборку и окраску, потому что это на самом деле не такой уж и сложный процесс, как многие это рисуют. Главное просто начать и попробовать. Я уверена, что у многих получится. И до новых встреч. Пока-пока.